Мы переночевали, сейчас утро следующего дня. Сейчас одеваемся, собираемся и выезжаем на точку. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. Движемся в нужную нам сторону после ночевки. Поспали очень хорошо, было комфортно, тепло, уютно, сытно. Ну, а сейчас труба зовет, нужно делать дело. С самого утра мы встали и сейчас движемся. Кстати, интересный момент. Здесь очень часто, но правда не на всех телефонах и не всегда, перескакивает время на 1 час назад, то есть по украинскому времени. Обратите на это внимание, если вы волонтерите и бываете в этих краях, обязательно сверяйте часы со своими товарищами, иначе можно опоздать, либо наоборот выехать раньше, смотря у кого какая задача. Имейте это в виду. О, как раз у нас на 8 бойцов есть. А ножик есть? Ножик есть? Открыть. А? Нет. Не взял с собой. Да, вот. Ну, сбегай к этому Коляну или у Славки Мультитул. А, вот. Откроем. Щик-щик-щик. Так, держи, брат. Так, мы из Москвы. Гуманитарка, мы здесь частенько бываем, и с нами сотрудничают разные организации. Это вот организация «Роза ветров», там с особенными детьми занимаются. И вот они тоже собрали вам вот такие штучки, наборчики полезные, вкусные, сигаретки, зажигалки, кофе. Здесь как раз 8 комплектов. Вам на 8 бойцов. Держи, спасибо. А мы дальше на Сватово и на ЛБС. Ага. Вот Л200 и вот этот, как его, Соболь. С наклеечками. Все, спасибо, брат. Спасибо. Это утро следующего дня. Вот такая погода, вот такая видимость. Полная жопа, ничего не видно. Завершение записи. Идем по приборам опять. Это чисто интуитивно. На звуки выстрела. Основное направление, да. Куда-то туда. Едем и решили сейчас испытать часть наших устройств, которые мы везем. Это вот такой детектор дронов. Он работает на 2 частотах. Здесь вот есть кнопочка, переключается. Но, так как у нас 2 устройства, мы включили один на 1 частоте, второй на 2. И вот сейчас заряжаем. Тут моргает, видимо, зарядки нету. Подзаряжаем это устройство. Сейчас вот этот на единичке пищал. Кого-то он, значит, засек. Детектор дронов работает примерно в радиусе 2 километра, может засечь. Вот. Но это еще не все. У нас к этим детекторам есть еще и глушилки. Глушилки мы включим, достанем их, покажем, когда уже будем в непосредственной близости от ЛБС. Там летают дроны, там летают ФПВ дроны. Это дроны камикадзе, которые атакуют на большой скорости, на маленькой высоте. Кто-то опять что-то писнул из них. Ну, в общем, как бы, когда будем приближаться, они начнут пищать еще активнее. Звук, кстати, может быть не очень хороший, потому что пеленгаторы и глушилки делают качество плохим. Подъезжаем сейчас к нужной точке. Ну, еще километр 3-4 примерно. Ну, вот, в общем-то, дороги разбиты. Эту дорогу летом отсыпали белым гравием. Здесь, когда проезжали, белая пыль столбом такая стояла. Ну, сейчас
эта дорога выглядит вот так. И вот этот отрезок 3-4 километра, в самые плохие времена можно было проехать за 1 час. То есть со скоростью пешехода. Ну, сейчас примерно так же, но может быть чуть быстрее мы едем. Попробую показать, если телефон не упадет. Нашу колонну. Наверное, чуть не видно. Постарался как мог. Ну и стандартная наша шутка. Где? В Сватове. Написано. В общем, нашу машину сейчас одну пропускают. Мы сейчас установим глушилку против дронов. Поставим ее на крышу. Так будет более безопасно. Да, где-то вот здесь ставь. Так сейчас и поедем. Все, осталось недолго. И будем ждать, когда придет добро на наши другие 2 машины. В общем, томительные минуты ожидания. Сейчас позвонили, как только мы собрались ехать. Сказали, что через 5 минут проедет человечек и пропустят все 3 машины. Поэтому вновь ждем. Но мы вот уже подготовились. Рома только не готов, пока только в бронике, но без шлема. А у меня вот такой модный шлем с чехольчиком. Давай. Мне кажется, мне идет. Покажи. Я черный. Запачкаться может, да? Берегу, чтобы не испачкать. Ну, на него тоже, кстати, чехлы такие есть, тоже продаются. Как раз под цвет камуфляжный. Ну что, ждем и двигаемся вперед. Ну все, мы благополучно проехали. Все втроем. Спасибо Джамбо. Кто знает, тут поймет. Спасибо Джамбо. Это на всякий случай, это не шкалик. Вот здесь. Это шкалик означает в подъезде где-нибудь, на лавочках. Это вот означает шкалик. Здесь означает это немного другое. Тот, кто смотрит, сейчас, наверное, поймет. Спасибо тебе, брат, большое. Вот мы здесь едем. Сейчас мы поедем на первую точку разгрузки нашим минометчикам. Пока связи с ними нет. Но, надеюсь, все пройдет, как всегда, успешно в штатном режиме. Оставим сейчас Соболь на заправке, потому что он не проедет там, где мы будем ехать, по той причине, что у него просто он просел на 15 сантиметров, плюс у него еще глушитель там практически отрывается. Он его оторвет там на тех ямах, это 100%. Поэтому просто сейчас ребята к нам пересядут, освободим местечко и доедем куда надо. Видимость такая же говеная, но все равно против дронов мы приготовили свое оружие. Оно у меня в руках. Как только детектор будет мне сообщать о том, что рядом где-то есть дрон, я буду включать нашу глушилку, она находится на крыше. И по идее, мы тестировали эту штуку, дрон теряется. Некоторые модели дронов просто теряют управление, возвращаются на базу, некоторые просто падают, в инерции пролетают, сколько они там летят, и падают сразу. Вот. Надеюсь, все пройдет как нужно. Звук будет здесь без микрофона. В общем, оставили мы сейчас одну нашу машину «Газель» на заправке и к ребятам едем на одном автомобиле, точнее на 2. Ребята из «Газели» сели к нам. Парни, Андрюх, тебя там не видно. Расскажи, пожалуйста, что ты сюда приперся? Что тебе дома не сиделось? Можешь рассказать? Что тобой движет? Требовалась помощь. И ты решил отозваться? Конечно. Ты хороший, добрый человек? Я вообще прям добрейший души человек. Ты молодец. Слав, а ты что сюда приперся? Кто тебя звал сюда? А? Да, оккупант, что ли? Че приперся? Наша война. Нельзя в стране быть. Правильно, потому что мы... в прошлый раз, когда съездил, я решил, эта война будет моей. Что мы приехали нашим ребятам помогать. Дважды послали. А по какой причине тебя послали? Скажи людям, чтобы знали. Потому что сейчас некоторые критики, диванные эксперты, они будут смотреть, говорят, блин, а что это вы там не с автоматами? Что это? Скажи, что ты не с автоматом? Я ходил, меня не взяли.
не взяли человека, потому что у человека большое количество детей, большое количество ответственности, но человек все равно нашел время, возможность, средства, чтобы быть полезным, помочь. То есть все, кто здесь, у всех одна идея. Все эти люди хотят помочь нашим бойцам, собственно, что мы и делаем. Поэтому те диванные эксперты, которые говорят, типа, что вы там не с автоматами, что вы не на передовой. Да вот, мы здесь уже практически на передовой приехали. Сейчас подъедем. Только без оружия. Только без оружия, да. Мы с минимальной экипировкой, которую смогли. Помогаем тем, чем можем, чтобы от нас тоже была помощь. Вы на диванах сидите, а мы вот здесь, в свои выходные дни. Так что победа будет за нами однозначно. В общем, решили не испытывать судьбу, сразу включили глушилку, едем с включенной глушилкой. Периодически здесь приемник показывает, что кто-то летит, ну, может быть, они падают. Здесь уже пищит совсем по-другому, уже прям близко подлетают, видимо. Ну, сигналы какие-то есть, потому что он пищит прям совсем по-другому, не как было раньше, а прям пик-пик-пик. Так что постоянно включено и едем. Надеюсь, все будет хорошо. В крайнем случае нет. По окопам, да. Здесь лед, ямы, дорога ужас. Ну что, видел ты плохую дорогу? Вам надо было с лесом тут побыстрее разогнаться, если такой же лес был. Это качественно. Это те лужи здоровые, да? Да, Помнишь, да, были? да, Они да. вообще Тогда были просто лужи, стали. грязь, месиво, а сейчас просто лед. Вот так вот мы выглядим, как едем. Вот, горка. И вот впереди еще БТР едет. О, блядь, 131-й, ебаная жизнь, блядь. Спасибо, Ну, как обычно, не передает картинка, наверное, вот эти перепады высот, через которые мы едем. Мы едем на Volkswagen Polo с прицепом груженым, очень сильно груженым. И постоянно цепляем фаркопом и задней частью автомобиля. В общем, вот такие условия, ребята. Вот так вот мы едем. Хорош! Нормально, нормально, дорога. Привет. Чуть не упадет, нам еще. Хотя тут госпиталь рядом, нормально. А у нас Отходи, отходи. с собой. Слава богу. Единственное, только вот этот для КамАЗа, для двигателя, вот это НВД, форсунки, они будут чуть попозже. Сейчас ребята ищут варианты, как их сюда к вам привезти, потому что их привезут только сегодня, в субботу, в Москву. Не успели, там расписание, видимо, работают. Ребят, можно я славян, а то башка отъедет. Но тормозные вот эти диски привезли. Они тяжелые, но они привезли. Так что нормально. Ну и немножечко так по-братски. Ребятам привезли сигареты, и хотел просто рассказать историю их появления. Супруга моя отказалась от новогоднего корпоратива, говорит, я на все деньги, если еще там добавил, куплю ребятам сигареты. Заказала через Telegram, но одни нехорошие люди, короче, обули на деньги, просто отправила в никуда, ни сигарет, ни денег. Вот. Но потом вопрос был решен, ребята смогли купить сигареты. Ну, а жена моя молодец, лучше всех, поддерживает ребят, тоже передает, участвует в сборах.
Школа, в которой она работает, номер 21-22, тоже ребятам передают. Передают ребятам не только вкусные подарки, что-то вкусное, полезное и теплое, но еще и письма. Здесь внутри есть письма. Мы ребятам это все отдаем. Это от Валентины. О, письма, это вообще. Там и чаек, и к чайку, еще и письма почитать от Часто- деток. Мы часто должны были к читаем. Новому году приехать. Видите, там Ага. написано с Новым годом. Что ж, Ну, поэтому можно сказать, что это новогоднее чудо. Ну да, Что мы добрый- вообще сюда проехали. Добрые письма всегда хорошо. Хочу поблагодарить Алексея Вербкина за предоставленный груз для наших бойцов. На своих 3D принтерах делают вот такие штуки. Это сбросы для коптеров. То есть сюда, я так понимаю, граната, да, засовывается. Привязывается это все к коптеру. Находит врага, нажимает на кнопочку, и как бы это летит на голову врагу. Вот ребятам передаем на пробу. Если понравится, привезем еще. Вы такие пробовали штуки? Да, у нас ребят летают с ним. То есть должны нужно- были летать. Много таких штук надо? Какой у них расход? Запас. Ну, мы уточним у них по запасу. сколько есть. Ну, вот этого количества сколько может хватить? На 30 минут. На день. На день. Понятно. Этого на день нужно гораздо больше. Поэтому, если у вас есть 3D принтер, чертежи, они в свободных доступах. Вы можете дома у себя скачать этот чертеж, распечатать на 3D принтере, передать нам, а мы уже привезем сюда ребят. Ладно, ребята нам одни подарки, а мы им другие для музея. Ветер просил, говорит, я музейчик маленький собираю. Ну, вот потихонечку это ребятам прилетело недавно. Принесли с собой как память польская мина. Это которая тихая, да? Да, бесшумная. Так что Бесшумная, вот эта вот паскудная мина. почистишь сам. Но вот у нас есть такой сувенир, да, он будет в нашем музее СВО. Когда закончится СВО, все экспонаты, которые нам удастся собрать, мы передадим в школу, чтобы организовать там школьный музей. Вот это тоже займет свое место. Легонько отбирали вы. А вот эти вот граждане, которые вот это вот направили сюда, они бойцами нашими будут уничтожены. А мы нашим бойцам в этом будем помогать до самой победы. Мы поддерживаем СВО, мы поддерживаем наших братьев и будем ездить сюда столько, сколько нужно. В очередной раз мы передаем гуманитарную помощь от жителей города Усмань. Каждый раз, когда мы ездим, они нам передают окопные свечи ребятам греться, покушать, супы сухие, каши. Это вот картофельное пюре, Антошка, тоже ребятам это все достается. Спасибо большое группе «Будем жить» за поддержку наших бойцов. Не, фото. Передаем ребятам вот такие штуки. Изготовили НПП, СПП. По-моему, я правильно назвал. Это, короче, переходники на 82 миллиметра. Это для гранатомета. Его можно было стрелять. Вот целую коробочку таких изделий ребятам передаем. Пойдем покажу, что еще. Дальше. Так, это я вам отдаю. Переходнички. Грузи. Одни диски. А уже А также передаем бойцам 4 диска тормозных для КАМАЗа. Один сюда доставили просто, чтобы посмотреть. Остальные уже вот здесь будут установлены на этот КАМАЗ. Передаем ребятам еще вот такие заряжалки для автоматов. Это быстрозаряжатели. Ребята сейчас попробуют и скажут свое мнение. Заранее несколько патронов вытащили. Здесь есть фиксатор. Здесь вот так вот засунул, щелкнул, засунул, щелкнул. Ну, я знаю, что опытные бойцы, они очень быстро делают это все руками. Но При здесь- замерзших, при зиме, да, это прикольно. Посидел там, чтобы когда пальцы замерзшие, то тогда есть, да. ну, на крайний случай, в принципе, Или подойдет. раненый, там пальцы ты закинул сюда и там, пальцы поранил, ты можешь ладони там. В общем, ребята возьмут на пробу, Да, потестируют, возьмем потом одну. расскажут в следующий раз, когда мы приедем, пригодилось или не пригодилось. Эти штуки тоже можно делать на дому, распечатывать на 3D принтере, в свободном доступе все схемы. Поэтому можно их делать и помогать фронту. Все, здесь мы разгрузились. Сейчас с ребятами делаем селфи, как всегда, и едем дальше.
Вот так мы закончили выгрузку в очередном подразделении. Говорим бойцам до скорой встречи и надеемся, что она действительно окажется скорой. Ну а насколько скорой, зависит от каждого из вас. Чем быстрее соберем очередной груз, тем быстрее отправимся вновь к бойцам. Ну, а мы продолжаем наш путь и направляемся к следующей точке выгрузки. Выезжаем и еще не знаем, что ожидает нас впереди. Мы сейчас едем на следующие точки нашей встречи с бойцами. Встречи у нас всегда в таком формате проходят, в оперативном, поэтому пока я помню, я решил записать и поблагодарить всех, кто принимает участие в сборах. Благодаря всем вам мы можем приехать сюда и привезти ребятам то, что мы привозим. Мы узнаем то, что необходимо бойцам. Мы с ними на прямой связи находимся, мы каждый раз меняемся с ними телефонами, они нам сообщают, что им необходимо, мы это все приобретаем и привозим сюда. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас, кто помогает. В частности, это школа номер 2122, они большие молодцы, спасибо вам огромное, они устроили... как это называется, акция «Добрая шоколадка». Они передали огромное количество сладостей для наших бойцов, и мы с огромным удовольствием им это все раздаем. Также мы хотим поблагодарить ГБУ, Центр социальной помощи и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров». Огромную помощь они также оказывают для наших бойцов, передают нам различные вещи, мы это все привозим сюда. Также руководство и работников НПК СПП и лично Валентину. Это научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения. Спасибо вам большое за вашу помощь и от нас, и от всех бойцов. Я благодарю также друзей с нашего Рома. Спасибо вам огромное, ребята. Всем, кто помогает. Весь груз очень важен, очень нужен. Мы это все везем к ребятам сюда практически на самый перед. Я благодарю своих коллег из НМРАН, которые также помогают и участвуют в сборах. Я всех сейчас называть не буду, но они каждый и так знают, что они молодцы. Ребята, вы лучшие. Спасибо вам всем большое. Отдельное спасибо я хочу передать в город Екатеринбург пенсионерке Вере Кузьминишне. Вера Кузьминишна также участвует в наших сборах, и я обещал, что я отдельно на видео передам ей привет. Вот я вам передаю привет. Вера Кузьминишна, спасибо вам большое. И всем вашим знакомым, всем вашим друзьям, кто участвует в сборах. Все закупленные вещи мы все передаем ребятам. И отдельное спасибо хочу передать тем людям, которые желают нам добра, которые молятся за нас, когда мы в поездке, когда мы находимся здесь. Они молятся о том, чтобы все прошло у нас благополучно. Спасибо вам отдельно огромное.